Каждое утро. Хорошо, ветра нету явно. Так, надо с печкой разобраться. Может, поваляюсь еще немножко. Да надо вставать, делами заниматься. Однако у этой избы в прямом смысле есть зубы. Да. Однако ветерок поднимается. Слышно, задул. Мороз с ветром — это серьезно. Видно по дыму, как стелется горизонтально почти. Еще и крутит туда-сюда. Такой непостоянный ветер явно. Задуло. А с утра тихо было. Горы вокруг. Невысокие, но горы. Надо же, зима в этих краях. Я не ожидал. Я думал, приду, тут листьев полно, сухо. Потому что в прогнозе там особо-то снега-то и не было. Так что прогнозы горные, они такие. В прогнозе одно, а по факту другое. Понятненько, понятненько. Ладно. Нормально. Закрыто. Закрыто. Да, внизу ничего не светится. Хорошо. Ну да, щели видно, конечно. Видно и сюда щели. Да, удивительно, как я на 10 градусов смог температуру поднять. Ну же все светится. И с этой стороны, и с той, вон видно. Вот. И там вот эти щели надо заделать, чтобы тепло сохранялось. А так-то тут слой мха там дальше на крыше. Здесь-то все нормально. А вот именно щели под крышей, вот эти вот боковые, да, с ними надо будет повозиться. Так, печка сверху тепленькая. Отлично, горит все. Процесс идет. Щетки давно сохнут, конечно. Это еще осталось, поставил греться. Пока высоких температур там нету, не расплавится пакет. Ну, вода здесь будет тепленькая. Нашел заслонку для поддувала. Вот так вот раз. Чтобы тяга слабее была, чтобы не так быстро дрова прогорали. Хотя слышно, как тянет даже так. Явно хватает щелей для того, чтобы кислорода достаточное количество поступало. Видно, здесь светится, здесь светится. То есть тут даже можно полностью практически загородить. Тоже так, зазор, конечно, меньше, чем вот так. О, слышно, как загудело сразу.
Так явно ослабляет. Но здесь недостаточная температура внизу, чтобы дрова загорелись. На таком холоде даже в печке очень сложно дрова сделать, чтобы горели. А тут все время туда засасывает воздух холодный через щель. И то дровяняку в любом случае охлаждает. Поэтому все безопасно. Судя по цвету на палатке, там почти солнце светит. Ну да, показалось из-за бугорка. Хотя небо пасмурное, по-моему. Да так, через облака. Но все равно хорошо выглядит, интересно. Дятла слышно. Ну, красота какая. Лучи солнца на снег упали. Экстаз. Это экстаз. Ну да, небо такое. Легкая облачность просвечивает небо. Здорово. Красивая погода. Ну я рад, что по крайней мере урагана нету. Ладно, пойду заготовлю дров еще на следующую ночь, чтобы хватило. Такое уже как запихну, так запихну. Немножко возле избы зачистить. Сильно снега много тут. Это было похоже на крик лисы.
чем растапливать, если что. Крупняки такое не получится поджечь. Даже с жидкостью для розжига, даже газом слишком сложно. Много надо разжигательного. Но такого типа дровяняк может и часов на 5 хватать, я думаю. Потому что там одних только углей столько будет долго тлеть. Фух. Вот, заодно отдохнул. И дров кучка. О, хорошая дровянячка. Нормально, такого тоже надолго хватит. Длинного полотна вот такого вот хватило пополам разделить и два вот таких полотна сделать для этой пилки. Ну, родное у нее такое было, с мелкими зубьями в одну сторону только работает, скорее для поперечного пиления, а это можно спокойно и туда и сюда двигать. Так, раз, два, три. Прикинул, такое нормально влазит. Что, она идет уже? Да, идет. Нормально. Фух. О, полежка какое. Хорошая получилась. Снег немножко опить сразу. Да, такого часов на 5 легко хватит. Ну, можно парочку класть, а можно и одну. Оба. Прям получается над трубой. Там труба выходит, ну почти над трубой. Тут вот дыромаха такая. Две руки пролезут. Я вот так стою, прям сюда в лицо теплый воздух чувствуется, как выходит. Да его вон видно, паутина трепещется как из-за теплого воздуха. Ну, конечно, это все тоже хотелось бы закрыть. Таки реально восхищаюсь, какую махину Танюха сама сбацала. Печку даже с каменюк таких огроменных, блин, как она их тягала, блин, это для меня сложное. Ну, она рассказывала там некоторые камни в рюкзак, ну и на карачках там таскала. Да, вот это махина, офигеть. Кто еще не знает или забыл, напоминаю, эту зеленую хижину полностью самостоятельно построила в одиночку смелая женщина, Татьяна Гордеева. Ссылка на ее канал есть в описании этого видео. И если вы еще не видели у Татьяны на канале, можете посмотреть весь процесс строительства этой хижины с самого начала. Как она копала и выравнивала площадку под хижину в весьма каменистой почве горного леса. Как она тягала тяжеленные бревна и как делала из этих тяжеленных бревен прочный каркас для хижины. И как она носила в рюкзаке тяжеленные камни для строительства каменной печки внутри хижины. Что? Завес такой. Ой, кладу. Фух. И как выкладывала из этих камней печку. А также можете увидеть, как Татьяна много дней жила в горном лесу, пока занималась строительством хижины. И камни такие тягать вообще. Махина реально, реальное строение. Да. Но она щели чисто не успела уже заделать. Руки пока не дошли.
Да и вообще не ожидалось, что здесь настолько холодно будет. И что вообще может быть. Ну, вот факт. Даже снега наваливает капитально, оказывается. О. Тут малость прогорела, но не потухла. Дрова засунул, раздул. Угли достаточно было. Попёрло. Крыть. Сейчас вроде бы не сильно холодно, зато здесь светло будет. О, отлично. Так, ну дрова надо затащить, покидать сюда в хранилище. Так, все там разгорелось. Нужно малость ограничить доступ кислорода. Так. Кстати, реально вода теплая. Щеточки после снега подсушить. Баллон с монтажной пеной поставил повыше. Ну, дно тепленькое. Ну и плюс я тут поверхности прогрею сейчас. Думаю, нормально будет. Кстати, реально вода такая комнатной температуры, не холодная. Водички попить. Хорошо. Вот эту в тепло не ставлю. Теплую воду пить не люблю. Вот такая прохладная, чтобы оставалась. Все равно рядом с печкой стоит там. Вот там, по крайней мере, не сильно жарко. Тут стенка теплая, просто теплая. А тут именно плита верхняя горячая. Есть идея попробовать батарею солнечную наружу выложить и сюда кабель завести. Надо попробовать. В принципе, на деревьях листьев нету сейчас, и хотя не особенно солнечно, но возможно заряд пойдет. Батарею положил. На солнце выходит иногда. Ну, в принципе, прикинул даже его когда нету. Светодиод светится там. Посмотрим, будет ли что-то заряжать. Завел туда в дом. Хватает вроде кабеля под крышу. Так, ну, так индикаторы светятся. Больше всего меня волнуют аккумуляторы для камеры. Получится ли их заряжать? Так. Этот. Наверное, только для одного. Не. С нормальным контактом. Показывает, что два заряжаются. Хорошо. Светятся, короче. Ну, посмотрим потом, зарядятся или нет. Да, у меня электричество есть. Слабенькая, да, там где-то ватт на 10 панель. Но между тем работает даже в пасмурную погоду. Там сейчас иногда только солнце выглядывает. В основном пасмурно. Хожу периодически, сдуваю снег. Один раз вообще полностью досыпало. Потому что снег периодически идет. Но сейчас вроде нету.
Впрочем, нету и солнца. Один аккумулятор вытащил, на 2 не хватает мощности. Один вроде идет заряд пока что. Занялся дровами. Так, веревочку. Наверное, вот так вот будет держать нормально. Намотаю сейчас. Вроде держится. Так. На ночь должно хватить. Фух. Может, еще чуть попозже пойду заготовлю. Фух. Так. Что там у нас тут? Все. Закрыто. Перчатки сушим дальше. А то опять снег вымазал. Дырка какая. Целое окно. Нашел тут у Танюхи стальную проволоку. Ну и мне не хватает тут крючков. Я думаю, Танюхе тоже не хватает. Знаю по ее избе из камыша. Там она крючками такими все обвесила. Вот сделаю несколько крючочков. Тоже, например, доску подвесить. Кружки там, чашки и т.д. Так. Ну тут можно кругом за вот эти будет цеплять. Вот. Думаю, нормально. Хотел просто доску подвесить и понял, что мне катастрофически не хватает крючков. Так. Так. Нормально. Нормалды. О, висит, висит. Все. Еще надо сделать. Сделать так, чтобы сам крючок не соскакивал. Все, уже нормально висит.
Еще парочку сделал. Потому что вчера, сегодня мне несколько раз что-то хотелось повесить, а некуда. Конечно, у Танюхи везде веревочки тут есть. Но это ж каждый раз надо их завязывать. Хотя, конечно, тоже удобно вешать, но с крючками точно ей и мне будет удобнее. Ну и вот, доска висит. Куртку повесил. Мне вчера очень куртку хотелось повесить. Над печкой привязывать лень было. Все, теперь там крючок есть. Можно вешать. Все. Продолжаем дальнейшее благоустройство. Сейчас, думаю, прежде всего дверной проем сузить. С Танюхой пообщались. Она сказала, что можно его сделать ниже и уже. Вот. Ну, а дверь уже не знаю. Успею сегодня, нет. Но дверной проем, думаю, с него начинать. Потому что если буду с монтажной пеной возиться, то уже, чтобы сразу и там щели заделать. Вокруг бревен, так сказать. Техника удара великана. Ух ты! По-великански, блин. Дрова зато удар великана. Еще дрова, ладно. Не сдается. Ух. Сколько ж тебя еще пилить? Еще разок. С другой стороны зайти. Еще надо немножко. Еще. Ура! Фу, блин. Как Танюха это все сама перетягала. Это жесть. Фу. Твердая древесина, но такой тяжелая. Это вам, ребята, не сосна. Это твердая древесина. Весит как дуб, блин, даже сухой. Вообще жесть.
Фух. Так. Завузим проем. Посмотрим, как становится сейчас. Так. Как-то так. Вот так. Вот так. Ну, становится вроде неплохо. Думаю, можно не подпиливать ничего даже. Такой ширины проема уже хватит. Это где-то между 50 и 60, я так прикинул. Сантиметрами. Фух. Да. Фух. Трудно. Так, ладно, крепим. Только что сдувал, он успел только бревно допилить, перенести. Уже опять. Да, срывается. Да его так вроде и не сильно видно, но явно есть снег. По одной снежинке, ну блин, насыпает. Несмотря на периодически появляющееся солнце, ближе к вечеру явно похолодало. И помимо заметного усиления мороза, даже здесь, глубоко в горном ущелье, возле хижины, начал дуть и довольно сильный ветер. Наверное, я уже начал бы мерзнуть на улице, если бы не постоянная активная деятельность, согревающая меня изнутри. Тем не менее, по моим наблюдениям и опыту, думаю, что предстоящая ночь будет в несколько раз холоднее предыдущей. Поэтому до наступления ночи я постараюсь утеплить хижину как можно лучше, насколько успею и насколько хватит моих сил. Так, ну чё, это бревно поставил. Надо по-быстренькому перекладину сюда сделать. И надо, наверное, начинать заниматься пеной, иначе не успею я по светлому, а потом будет не видно мне нифига, где щели. Потому как время идет, уже много времени, довольно-таки вторая половина дня. А темнеет зимой рано, февраль, однако. Так, ну что, так... Бревно, в принципе, ровно стоит. Там вот уголок чуть-чуть скошенный, но это не важно. Это не страшно. Главное, это стоит хорошо. Так. Вот так вот. Вот так вот видно, что ровно. Без искажения камерой. Так. Ага. Хорошо. Слегка щель между бревном и домом. Заложил здесь палками, чтобы меньше пены ушло.
От хаотичного наматывания как-то не ухолюпит. Так. Вот с этой стороны как выглядит. Ага, нормально. Ну, там щель небольшая внизу. Но там что-то надо впихнуть еще вверху. Ну, очень там большая дырка. Да. Реально большая. Чтобы баллон с пеной не охлаждался быстро. Он сейчас тепленький. Замотал его в ту же упаковку, в которую он пришел. Скотчем закрепил. Все. О, красота какая. Там и пупырка, и просто полиэтилен с воздушными зазорами. Все условия. Сумерки, но думаю, надо попробовать. Смочить места я планирую пенить водой по инструкции. Думаю, она замерзнуть не должна. По льду нельзя. Так. На всякий случай везде здесь пройтись. Не знаю, где придется. Надежда на то, что из-под крыши выходит теплый воздух, да, я его, особенно в верхней части, чувствую лицом. Так. Первый раз имею дело с бытовой монтажной пеной, с такими штуками. Работал только с профессиональной, с пистолетной монтажной пеной. Ну, так что будем дерзать. Так, попробуем. Ага. Вроде все получается. Хорошо пенится. Хорошо прям пенится, да. Не спеша. Не тот наклон, газ выходит вместо пены. Как бы туда набраться? Так вот. Так, не слишком аккуратно, но зато сурово. Так. В горном ущелье быстро темнеет и становится все более и более холодно. Дверь пока не завешена ничем. Не хотелось ткани в пену мазать.
снял на время. Поэтому сейчас посильнее раскочегарю, чтобы все равно тепло было под крышей. Ну и жду, пока пена слегка схватится, чтобы не прилипала, чтобы можно было завесить спокойно. Да, собственно говоря, она уже такая. Корочкой покрылась, уже липнуть не будет. Уже скоро начну заделывать тканью проход. Ну, не слишком аккуратно получилось. Слишком неудобные положения. Тут с вертикальным баллоном трудно где подлезть. Но все равно заделал как мог. Завтра срежу лишнее. Немножко не хватило. Здесь вот остался проем. Можно будет просто пену затолкать туда срезанный. Здесь вот тоже. А так, в общем-то, ну тут всю полость не закрыл, но дырки, которые выходили на улицу, закрыл. Здесь вот осталась дырка. Вот тут. Но это я, может, даже мхом на ночь заткну просто, да и все. Здесь вот это скрепление бревен постарался получше залить, чтобы уже пена держала потом. Ну и щель между бревном дверного косяка нового, так сказать, заделал. Заделал достаточно плотно получилось. Ну, завтра уже посмотрю на свет. Плохо, конечно, что стемнело так рано. Просто-напросто, ну, то я изнутри посмотрел, а так надо свет какой-то делать, чтобы на просвет щели было видно. А я уже, честно говоря, устал целый день. Вожусь уже как бы. Кстати, еще даже ни разу не поел. За вчера и сегодня. Аппетита как-то нету. Дело интересное. Увлекся. Так что сейчас я тут немножко дров еще припер. Вон тут длинная, думаю, можно разломать. Парочка получится. Ну и сейчас затяну и все. И уже буду завешивать. У нас. Смогу я, интересно, вот это бревно сломать. О, нормально. О, четко дрова такие, как надо, получились. Все. А то они... Дело в том, что вода пока не растает, все равно в этих местах рядом вблизи будет 0 градусов. Из-за того, что фазовый переход идет вперед во время таяния. И вода температуру не меняет, будет ровно 0 градусов. Зачищаем. Можно это все заносить. Ну, на ночь мне в любом случае дров хватит. Там два вот таких засунуть, мне кажется, и на всю ночь хватит. По крайней мере, вон те толстые, что я вначале сделал, до сих пор вот их полю и половину не спалил. То есть их, даже тех на ночь, скорее всего, хватило бы. Так, стёрчик кочегарю. Ну там внутри тепло, а здесь чувствуется снаружи морозит. Явно усиливается, надо померить. Кстати, что там на небе? Ну, звезд я не вижу. Ну так по ощущениям, вот в перчатках даже руки я
бегаю. Причем я разогретый, а руки мерзнут. Надо температуру замерить, глянуть, что там творится. Так. Ну и коры нашел. Полить пока не буду, может где-то щели какие-то закрыть можно будет. Что тут пока стоит. Фух. Ой. Ну, денек сегодня капитальный. Вот это я попахал. Вот, думал было слегка поспать еще тогда. Обманул. Уже как бы вылез. Как начал с мелочей, так и пошло, и поехало. И пошло, и поехало. Честно говоря, вот не знаю, стемнело рано, может я еще сюда бревнышек подберу, да закрою проем. Вот этот. Ну, вообще не. Вряд ли я потяну. Слишком много пилить, а я правда устал. Пожрать уже хочется. Ну, не то что хочется, я понимаю, что надо, потому что холодно. Холодно. Энергия нужна. А я, получается, вот за вчера, за весь день и сегодня поел один раз еще перед выездом. Все. Пока вырубаемся. Все нормально, горит. Да, тут дровяняка такая лежит. Там еще одна такая же. Я ее уже один раз продвинул туда. Тут в этот раз она уже до конца сгорит. А это, по идее, только до середины прогорит. Двигать надо будет. Ну вот, в принципе, правильно рассчитано. Как раз вот тут дверка где-то. Все нормальненько. Отличненько горит. Вон какой запас дров. Вчера меньше был. Причем дрова были тоньше. А тут такие дровяняки. Так что в 2 захода столько заготовил, что хватит мне теперь точно на ночь. Еще останется на следующий день. Так, что тут у нас с пеной? С пеной. Так. Да, уже поверхность, она внутри, понятно, мягкая еще. Но я ее водой сбрызнул. Кстати, мокрая. То есть здесь плюсовая температура. Вот тут изнутри. То я вот это обрызгал здесь. Здесь инея нету. Блестит вода. Причем давно уже сбрызнул, уже минут 20 прошло. Возможно, где-то и подмерзнет, то тут с краю лед. А вот тут дальше от выхода все нормально. Мокрая. Да, уже можно вешать покрывало. Уже вряд ли что-то прилипнет. С этой стороны тоже. Да, уже к рукам не мажется. Сейчас вот так вот повешу с сплошняком полосу. Ну что, проход стал сантиметров на 20-25 уже здесь. Естественно, теперь проще завесить. Уже там щелей боковых нету. Ну вон там еще сейчас, наверное, мхом заткну. Вот тут поверху не хватило мне туда пены. Благо мох тут с краю возле хижины лежит. Лишний нашелся. Вот его я туда и пущу. Ну вот я сижу перед хижиной. Да сегодня мороз сильнее, чем вчера. Ближе к минус 8 уже. Минус 7,6 градуса. Возможно, еще упадет. Ну так чувствуется вот, что явно холоднее. Ну что, утеплил, проем меньше. Авось и эту ночь переживу нормально. Прошлую мне комфортно, тепло было, даже пришлось спальник потом расстегнуть, потому что жарко мне было. Вспотел в спальнике. Свет в окошке. Так. Так, сейчас веревочек.
крепление другое будет в этот раз. Ну, так, чтобы быстро и эффективно. Надеялся, может, дверь попытаться сегодня успеть сделать. Какой там? Пока дрова попилил. Пока тут все подготовил к запениванию. Ставил палки кое-где, чтобы пена меньше уходила. Корой щели закрыл. Скрупулезная работа такая. В общем, никак к двери. По идее, надо еще какие-то палки поставить, чтобы, ну как в нормальном дверном проеме, в косяке, чтобы для двери упор был. Так. Кстати, сижу с голыми руками. Ну так слегка подмерзает, но не критично, не так, как там на улице. Так. И с другой стороны такую же штуку, наверное, надо сделать. Или не надо. Хватает ширины? Да, хватает, нормально. Теперь этого полотна хватит по всей высоте. В этот раз нижнюю часть покрывала этого заделаю палку. Потому что практика показала, что ветер дул. Ну и значит телепало слегка у меня это дело. Ну так уже будет гораздо крепче. Нижняя часть закреплена. Не надо будет ничем дополнительно ее подпирать. Достаточно будет массы, я думаю. Так вот. Как это будет внизу. Решил все-таки порог поставить сразу. Ну хотя бы временно. Чтобы лучше внизу прилегало. А то там вот так вот яма. Ну яму можно будет землю подзасыпать. А бревно будет прилегать. Отлично. Сильно не будет уже воздух так гулять, как раньше. Фух. Вот там порог теперь внизу. Поэтому по самому низу там не идет. И под бревном я даже ямку мхом затолкал. Ой, как я устал. Все. На сегодня все, в принципе, замуровался, можно спать. Ну, вернее, поесть сначала, конечно, а то уже думается про еду, да. Благо, печка горит, сюда можно прийти руки погреть. Но тут я
Не могу держать. Хорошо греет. После улицы сюда захожу, сажусь. Даже перчатки снимаю, здесь руки не мерзнут. Даже при открытой двери. Хотя мороз сильный на улице. Ну, сейчас на улице минус 9,2. В общем-то, как ожидалось, звезды на небе появились. Сразу более холодно. Ну, благо утеплился лучше. Есть шансы, что все будет хорошо. И минус 9 не помешает. Минус 9,8. В общем, почти минус 10 уже. Минус 10. Ну, оно опустится. Скорее всего, опустится еще. Потому что чистое небо. Суровая зима здесь, в южных горах, оказалась. Благо, я нашел Танюхину избу. Кайф. Вот это строение, оно меня реально тут спасет. Классно. Как дверь сейчас выглядит. Ну, двери в смысле еще нету. Порог, перекладина. Ну, а потом дверь еще надо будет сделать. Но это я не знаю. Мне надо, чтобы снег сошел. Может быть, через несколько дней только. Ну, пока вот так. Ну, уже так прощупал. Еще надо будет в темноте обойти, посмотреть, где что светится. Может, что-то подоткну даже сегодня. Ну, вообще устал. Надо завязывать. Есть да спать, заваливаться. Уже вообще-то 10 вечера. Вот так. Вышел на часок позже. Но он уже минус 11,7 мороза. Офигеть, почти 12 градусов мороза уже. Что же будет дальше? Холодинка, однако. Холодинка. Как же рад, что дверь делал нормально. Наконец-то я до еды добрался. О, жареная рыбка. Видно, как пар идет. Настолько хорошо разогрелась на печке в пакете. Классно разогрелась на печке. Поставил остальную туда. Все, наелся, водички попить и можно спать. Все, пора залезать в кроватку. Пора залезать. И поближе к печке. Дров засыпал большую кучу. На ночь, может, не хватит, но если проснусь, подсыплю. А надо бы проснуться, потому что мороз большой на улице. Может холодно стать. Так, наружный тент опускаем. Так, блестяшку опускаем. И все, и сетку закрываем. Ну, все атрибуты нормальной палатки. Все вот такое блестящее. В этот раз помимо спальника летнего еще и специальное покрывало фольгированное. Ну, его, конечно, заворачивать под себя не буду, потому что оно не пропускает пары воды, а надо, чтобы выходили. Вот. Вот такой кокон получился фольгированный. Но снизу подо мной фольгированный коврик изолоновский. Кстати, это тоже штука изолоновская. Она более плотная, чем строительная. 1,20 на 2 метра. Прямо явно ощущается плотнее. Ну, крепче сама пленка вот эта фольгированная. Металлизированная.
Все, там так коврик сделал вот так за ворот. Ну а вот это одеяло вот так. Там просто окно. И я переживаю, что у меня могут ноги замерзнуть возле окна. Хотя прошлую ночь нормально все прошло. Пока полностью не застегиваюсь, пока не холодно. Все, спокойной ночи. Я отправляюсь в сон. Сон. Вот так вот. Сейчас фонарик вот этот последний потухнет. Все, потух. Это там я к пауэрбанку добавил 2 SMD светодиода для более яркого света. Там свой стоял такой маленький светодиод с линзой полукруглый. А я добавил 2 плоских, как в этих в лампах светодиодных длинных ставят. Устал сегодня, конечно. Довольно сильно устал. Но между тем я доволен днем. Довольно много я успел сделать. Так что все отлично. Все хорошо. Можно спокойно спать. Сытый. Воды напился. Довольный. Отдыхать. Ночью проснулся. Печку подсыпать. А то она прогорела, тлела едва. В середине помещения, на высоте солнечного сплетения примерно 6,6 градусов. И это при минус 12 снаружи. Ну, видать, неплохо. Ну, у меня, конечно, в спальнике так же тепло, как и прошлой ночью. То есть там порядка 25 градусов. Тепло, хорошо. Ну, в палатке. В палатке вестимо. В палатке, в спальнике. Отлично спится. Не холодно. Хорошо. Тепло, комфортно. Зашумела печка. Заполыхало пламя. Похоже, у меня прям традиция просыпаться примерно после 3 ночи. Плюс-минус 15 минут. Ну, в этот раз печка не потухла. Просто раздул. Все нормально. Не хочу из домика вылезать. Термометр чисто тут вблизи рядом с дверью высунул вот так край. Минус 9,7. В общем, почти минус 10. Даже возле теплой двери вот здесь. Сколько там дальше, не знаю сейчас, но я думаю, вряд ли, что меньше, чем минус 12. Скорее всего, еще упала температура. Проверять не хочу. Здесь хорошо, тепло. А туда лезть не хочется. Мороз там. Вот так вот. Все. Это даже на выходе, где через щель идет теплый воздух туда. Сама дверь теплая. Даже там почти минус 10. Вот так. Так, сколько там сейчас? Труба выходная по температуре. Это когда печка только-только разгорается. Только начала полыхать. Так, максимум 89. Но когда разгорается, она там порядка 200. Ну а плита сама 63 градуса максимум сейчас. Это вот плита. Угу. Понятно. А там всего 87 максимально. Ага. А выше труба градусов 50, да? А стенка за трубой 8, 11, 50. Ага. Это вот где минимум. Это градусов от 6 до 14, до 15. Это именно каменная стенка, которая за трубой. То есть, в принципе, здесь этот край хижины прямо теплый.
достаточно теплый, то есть тепло постоянно излучает, даже если печка потухает, запас тепла держит очень хорошо. Если бы печка просто стальная была, она бы сразу остывала, конечно. Ну а тут запас такой, как в нормальной печи. Дождался, пока печка заполыхает. Пока там огня не сильно много. Видно, что дров напихал много. И они начинают гореть. Ну, думаю, это у меня до утра должно хватить, чтобы не потухло. Толстое большое запихнул. Ну, таких средних больше тоже, чем обычно. Все, печка разгорается. Устойчиво. Можно отправляться спать дальше спокойно. Температура в палатке плюс 18 и 19 даже. Плюс 19 градусов, это при плюс 6 градусах снаружи палатки. Ну, в принципе, ожидаемые цифры. Примерно я знаю, как было в палатке вдвое большего объема при таком утеплении с двумя людьми внутри. Ну, такая разница. 19,2 показывает. Тепло, хорошо. Естественно, я даже без перчаток. И лежу даже без спальника. Думал, холодно будет. Не, все открыл. Потому что в спальнике получается там 27 где-то градусов. Вот до такого жарко. Вначале, конечно, в спальник залез там, но отогрелся. После того, как по улице лазил все-таки. А теперь вон просто лежу без спальника. Уже, наверное, с полчаса лежу. Захотелось есть. Съел сладостей. Погрыз казинаково-арахисовых. Среди ночи. В 3:15 проснулся ночи. Ну и не спалось. Решил немножко погрызть. Ну, как видите, реально тепло. То есть даже при том, что на улице минус 12. В палатке хорошо. Утепление работает. Ну что, сетка свое утепление дает. Фольгированный материал утепление дает. Ну и наружный тент непосредственно тоже дает утепление. Все это с воздушными прослойками, причем с небольшими хотя бы. Ну, у наружного тента там прослойка 5 сантиметров, а у здесь как бы вдоль сетки ткань. Ну тут да, особо там прослоек нету. Но тут явно через сетку работает эффект отражения инфракрасного излучения обратно в палатку, поскольку сетка. Да. Видимо, все-таки надо бы спать. Ну так я чувствую себя реально отдохнувшим. Вот я поспал там сколько, в часе только лег. В час ночи лег. 3:15 проснулся. То есть буквально 2 часа хватило силы восстановить. Вот это после еды я поспал. Причем вырубился моментально, сразу. Да. Ну а это блестяшка сворачивать не стал. Тут просто с этой стороны стенка холодная, потому что там не со стороны печки идет. Печка с этой стороны. А с этой стороны там пустое пространство такое. Сужающийся угол все-таки этой хижины. Угол домика треугольного.
Но я заметил, что там как бы более холодно, чем в центральной части. Но она так и отгорожена, в принципе, от всего остального более-менее. А здесь хорошо, тепло. Здорово, что у меня палатка с собой была. Ну, я, в принципе, планировал тут 2-3 дня провести, а потом поисследовать тут ущелье, но с такой погодой я просто толком не смогу поисследовать. Непонятный какой рельеф, да и по ручью я думал подниматься, а там не видно, где вода. Провалиться слишком легко. Слишком сложно двигаться. А я думал в боковые щели походить, но нет. Пока снег не сойдет, это вряд ли возможно будет. Так что пока живу в Танюхином зеленом домике. Ну, попутно его благоустраиваю в меру своих скромных сил. С разрешения Танюхи, конечно. Потому что без разрешения я бы ничего не стал менять. Все-таки это ее творчество, ее строение, ее убежище. Она полностью его сама сделала, и именно ей решать, что тут делать, а чего не делать. Я ей предложил, говорю, если здесь буду, дверь сделаю. Она согласилась. Мы обсудили разные варианты, прикинули, какой ширины лучше делать. Ну и тут уже я реализовываю, воплощаю постепенно план. Ну, вот дверь, я думал, черный нетканый материал набить листьями и как бы стяжки сделать. Но до листьев сейчас не добраться из-за снега, поэтому пока вот такой упрощенный вариант. Ну, по крайней мере, проем я сузил. Дальше посмотрим, как себя погода покажет. Возможно, следующая ночь будет даже более холодная, чем эта. Ну, признаться, я не ожидал таких температур. В прогнозе было максимум минус 5-6, такое. А тут и днем, и ночью морозит. Ну, ночью вообще капитально морозит. Ну, конечно, сегодня звездное небо и морозит не по-детски. Вот пока и все. А продолжение следует. Неожиданно для себя самого, из-за аномальной погоды, я выживал в зеленой хижине почти полмесяца вместо планировавшихся всего 1-2 дней. И приключений оказалось предостаточно. В одну из ночей я даже пережил в зеленой хижине самый настоящий пожар. Да, я не шучу. Впрочем, все закончилось благополучно. Поэтому, если видео показалось вам интересным и хотелось бы увидеть продолжение, подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео.